Добрый вечер. Добрый вечер. До сих пор я говорила по Библии, а сейчас буду анализировать литературу. С книги Джека Лондона «Железная пята». Сама думаю. Я не думаю, что я буду постоянно анализировать литературу, но я просто сегодня буду говорить на очень серьезную тему. Я уже в своем видео 1,5 месяца назад я говорила о втором пришествии Христа. И в конце этого видео сказала, что есть такая книга, у которой звучит год 1844. Я не назвала, кто автор этой книги, назвала только философско-экономические рукописи или экономическо-философские рукописи 1844 года. Что же тогда происходило? Одела очки, снимаю. Что тогда происходило? Тогда ждали, то есть они как бы уже в единстве с евреями, с иудеями, с теми, кто давно общается с Творцом, живым Богом. Я ищу справедливости на земле, и Бог этого хочет. Но я проповедую святого Бога, который творит правду. И всеми усилиями своими, которые может приложить, Он спасает человечество на земле. Веря в реинкарнацию и не стесняясь об этом говорить, приветствую нетрадиционную ориентацию, которые сегодня провели марш равенства в Киеве. Почему? Потому что Бог, Он такой. Он любит некоторые противоречия в жизни, приветствует их, но Он плачет за тех, кто не находит себя в этом мире, кому приходится тяжело работать. Потом Он говорит: приходите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я утешу вас. Поэтому я считаю своим долгом утешать людей и говорить людям, что Бог предупреждает, что нужно заботиться. Не уважая людей, которые все отрицают категорично. Потому что в многих направлениях есть свое зерно. Я уже говорила, что я считаю национальный вопрос – это важный вопрос. Это действительно достоинство каждой нации. За это нужно уважать своих героев. Но не нужно воевать. Можно просто говорить с любовью. Что же произошло в 1844 году? Маркс написал книжку, которая называется «Экономическо-философские рукописи 1844 года». И адвентисты ждали Христа. А была написана просто книжка. Кто такой Маркс? Маркс – это идеолог коммунизма, так сказать, социализма, коммунизма. То есть он боролся за права рабочего класса. Насколько удалось построить коммунизм, мы все знаем, не удалось. Но так проанализировать историю. Он, конечно, добился много чего, Маркс. Изучая жизнь рабочих вместе с Фридрихом Энгельсом, они глубоко копали, я так думаю, анализировали капитал, анализировали железную пяту олигархов, как они богатели на жизни рабочих. Хотя, может, олигархат, это, если объясняет железная пята, это олигархат, который пришел на смену капитализма. То есть капитализм развивался, а олигархат – это уже монополия, это уже больше. Это то, от чего страдает сейчас Украина. И получается, Иисус Христос – это тот, который плачет
за бедных. И он обращается в своем слове Иаков. Это, кстати, брат Иисуса Христа. Иаков – это брат, родной брат Иисуса Христа, он был апостолом. Он говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Последние дни, о чем мы говорим? О днях. Я говорю о реинкарнации. Вот последние дни – это реинкарнация, это переселение душ, это вот то, что было 2 столетия назад, это вот происходит, меняется жизнь, Бог что-то стучится, Он воспитывает каких-то своих людей, которые ищут правду, понимаете? Потому что у Маркса, во-первых, 2 деда были раввинами, извините. Это люди верующие, которые общаются с живым Богом, раввины. Оба деда у Маркса, извините. Потом Господь так дал, чтобы никто не спотыкался. Отец покаялся Маркса и принял Христа. Правда, он это осознанно сделал, когда умер раввин, отец и дедушка. Получается, он осознанно это сделал. Да, противоречий много. Раввины сейчас говорят: нет ничего общего между... Не может быть еврей быть христианином. Да, они так говорят, я слышала. Вот, то есть противоречий много. Все почему-то воюют друг с другом. Но не верят, ладно. Я уже говорила, почему не верят, кстати. Из-за коррупции. Смогли подкупить первосвященники, которые приказали, захотели распять Иисуса Христа, убить его. Они сами не убивали. Видите, какая хитрость. Они же сами не убивали, но они приказали римским властям. Понимаете, вот это наше. Понимаете? Как все делается? Чужими руками убивали врага своего, потому что он же у них, унижал их, понимаешь? Они же фарисеи, законники, как у них называют. Так вот, стража за большие деньги начала распространять неправду, они не говорили, что Иисус воскрес, да? Вот и так иудеи были обмануты. Бог допустил, Бог постоянно показывает, от чего мы страдаем, от чего неправда. Корень всех зол, сребролюбие. Запросто продались стражи, чтобы свидетельствовать о том, что Иисус не воскрес, а его просто выкрали ученики. Вот и правда. И Бог обращается к богатым, постоянно обращается к богатым, не просто к богатым, а тем, кто обогащается неправедными методами, по-любому неправедными методами. Один из неправедных методов – это удерживать зарплату наемника. Вот он это осуждает. Иаков, брат Иисуса Христа, в своем послании говорит: вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Понимаете? Те, кто стремились к богатству, тем, кто завидует, понимаете, вот они боялись, что Иисус у них заберет какую-то часть населения. Но чего они боялись? Убили, кто убил праведника? Праведника убили те богатые, которые насыщают свое сердце, наслаждаются жизнью, но не думают о бедных. Понимаете? Вот праведники, которые воистину любят Бога, которые не обогащаются, а живут от того, что им Бог дает. Вот это настоящие праведники. Они неугодны богаты. Поэтому такое противоречие, поэтому столько неправды. Вот, проходит, сколько там лет? 80. И Джек Лондон пишет книжку, которая очень интересно написана. Называется «Железный питон». Так я назвала свою трансляцию. Почему она интересно написана? Получается, что эта книга написана как будто послание. То есть как бы записки одной женщины, Эвис Эверт, находят, им уже 700 лет этим запискам. Вот. И подписано предисловие к этой книжке какой-то Антони Мередит, тоже по замыслу Лондона, человек 27 века. Первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард. Вот этот Антони Мередит подписывает
аннотацию, то есть вступление к этому к роману. И подписано, кстати, город Ардис, не знаю где это, город 27 ноября 419 года, эра братства людей. Ну, 27 ноября для меня это год рождения Юлии Тимошенко. Я сразу получила какое-то откровение, что Бог действительно эту душу приготовил для человечества, ну, для Украины, допустим. Понимаете, 27 ноября – это братство, эра братства людей, она когда-то наступит. Я думаю, что Бог, он через, кстати, писатели много пророчествует, и это не один случай. Бог пророчествует вот через Джека Лондона. Это не один случай, да? И получается, что в 19 году, 419 год, эра братства людей, значит, 400 лет назад победила какой-то, правда победила на земле, а это будет через 300 лет. В нашем случае уже 200 остается, я так понимаю. Ну, будем ждать 200 лет. Я уже говорила о том, что жизнь на Земле продолжается, что скоро, может быть, будет какое-то изменение. Я не знаю, чем, экология, не знаю, но мы будем жить дольше, значительно. Те, кто останется, они будут жить дольше. Так что молитесь, взывайте к Богу, чтобы открывалось. И будете удивляться, кто остается в живых. И, может, я удивляться буду. Может, мои враги останутся, а я буду удивляться, а мы помиримся. Ну, вот такое. Так что остается? Что дальше надо делать нам? Ну, я думаю, нужно не забывать Бога. Вот. И ну, Бог много чего учит, читайте Библию, Он подскажет, как каждому что делать. Но я думаю, что нужно сейчас убегать. Вот я, последнее выступление у меня было немножечко, ну, хочу сказать, что правда сеется там где сохраняется мир. Если у меня нет меры в сердце, лучше не говорить. Ну, плохо получается. Если я говорю без мира в сердце, это плохо. И последнее мое обращение было не к людям, а к конкретному служителю, который, ну, такой уже ересь распространяет. Уже, это не один. Все паника, нужно убегать, куда-то переселяться. А написано, есть такое пророчество. Сила твоя сидеть спокойно, то есть на месте. Живите. Может, единственное, что нам из-за того, что нет справедливости, приходится тяжело работать. Это единственное, что людям, с чем мы сталкиваемся, вот в этой книжке, борьба идет за рабочий класс. То есть Маркс был, в 1944 году они начали с Энгельсом развивать свою теорию, ну, кое-что продвигалось, да, в 1961 году Россия отказывается от крепостного права, но потом в 1912 году, вот, интересно, ну, проходит революция, да, и в каком году была революция в России? Не только в 17-м. Вот, перед этим что же была революция? И получается, что в 5-м году, да, и получается, что народ в каких-то странах побеждает, говорит, вот царя убили, там, допустим, извините, царь, это не тот, кому надо поклоняться, Богу надо поклоняться. А там правды не было, там было проклятие. Там царь, они, семья царская, поклонялись кому? Тому Распутину, который распутствовал. Понимаете? Ну все, Бог ушел, и они погибли не потому, что их, понимаете? Это суды совершились. Вот. Ну, да, и вот эта революция в Советском Союзе, она немножечко поставила на место другие страны. Они начали немножечко бояться таких революций. Они начали... Вот что Бог делает. Он говорит, ваши пути, не мои пути. Знаете, когда начинают осуждать категорически какие-то теории, там, допустим, если они борются за права людей, то Бог там, вы знаете? Если за справедливость, то Бог там, поверьте мне. Если они еще даже атеисты, все равно Бог там, поверьте мне. Поэтому нельзя все отрицать. И вот наука произошла для всего народа, населения. Когда победила революция и царя свергли, то некоторые цари задумались, как нужно заботиться о своем народе, правильно? Да, так и есть. Началась какая-то демократия, начали заботиться о том, сколько людям зарплаты платить. Понимаете? Но олигархат продолжает царствовать. Царствует олигархат сейчас, правильно? Что сейчас происходит у нас в Украине лично? Что у нас происходит? Что люди сейчас без зарплаты будут сидеть? Вот я тоже буду сидеть без зарплаты. Ну, чуть-чуть там будет помогать, мне немецкий завод, а некоторые будут без... Почему? Потому что вот о чем говорит, я не знаю, я там не буду пересказывать все, что происходит в этой книжке. Понимаете, я вкратце рассказала. Датируется книжка 419 годом эры братства людей.
то есть когда начиналась эта эра братства? Это получается, книжка написана в 1912 году. Получается, эти записи нашли, и уже прошло 700 лет. То есть это 2000, получается, 612 год. Вот. И где-то, получается, в 2200 году якобы. Но я думаю, если это он пророк, то мы чего-то добьемся. Справедливости, понимаете? Хоть какой-то справедливости. Я у Маркса читала вот эту всю теорию, как капитал, почему кризис всегда у капиталистов, почему происходит кризис. Он же это все объясняет. Почему страдает перепроизводство, откуда оно берется. Вот больше всего мы страдаем от перепроизводства. Вот у меня уже на заводе нету заказа, понимаете? То есть получается, что продукция уже рынок насытила, в ней так не нуждается, и завод останавливается. Почему такое происходит? Вот красиво очень, Маркс объяснял это таким научными терминами, но очень красиво говорит об этом Джек Лондон через своего героя. Вот, главное, это у него жена, она якобы записи ведет. Жена, она из богатых была, а он, Эрнест Эдвард, он был рабочим обыкновенным, но он был, видно, очень умным и спорил я не могу углубляться, там, допустим, с кем он там спорил, но они собирались, и он им рассказывал. Он говорит, вот смотрите, возьмем обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожу на $100. Пройдя через фабричный процесс, кожа это превращается в обувь стоимостью, скажем, в $200. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось $100. Как это произошло? Давайте рассудим. Понимаете? То есть дальше он рассуждает. Но произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере $100. Понимаете? Новая стоимость. Материал стоит $100. Именно материал. А продали за $200. Пока нет возражений, все отрицательно покачали головой. Это происходит общение такое в кругу. Там предприниматели собирались, вот они общались, искали правду. Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят ее между собой. Отвлечемся от сложных соотношений, какие дает статистика, и возьмем для удобства круглые цифры. Положим, капитал берет себе $50 и столько же отдает рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при этом возникают. Каковы бы они ни были и к чему бы не приводили, дележ так или иначе в том или другом процентном соотношении производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны? То есть это конкретный пример, а то же самое верно для всех отраслей промышленности. И снова все согласились с Эрнестом. Допустим теперь, что рабочие, получив свои $50, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви. Не правда ли? Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всем американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее. Опять-таки, для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на $4 миллиарда. На те деньги это было. Сейчас, конечно, намного больше. Это будет, вы знаете, что даже то же самое золото в конце 18 века, оно стоило, унция золота стоила 16 или $17. А сейчас уже унция золота стоит уже $1800. То есть инфляция произошла в 1000%, тысячу раз. Получается, инфляция произошла в США, да? Получается, почему вот такое происходит? Это же тоже что-то не так, правда?
Из-за того, что происходит инфляция, люди же беднеют, правильно? 1000 раз за 300 лет. Вот, получается, о чем это говорит? Ну, дальше. За этот период рабочие получают 2 миллиарда долларов заработной платы. То есть, еще раз повторяем. Значит, опять-таки, для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на 4 миллиарда долларов. За этот период рабочие получают 2 миллиарда долларов заработной платы. Вместо же всего же произведено промышленных товаров на 4 миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наибольший и благоприятный случай. Согласны, что это можно так считать? Согласны, что так можно считать? Вся зарплата, ну мы не будем говорить, там бюджетники у нас сейчас есть, но они же живут на наши налоги, эти бюджетники, правильно? Правильно? Вот. И какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих. В действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране. И Маркс анализировал всю жизнь, и он говорил так. Вы знаете, когда богатые имеют какой-то год прибыль, то есть их производство процветает в этот год, не факт, что рабочие от этого получат больше зарплату. Но когда у них кризис, то факт, что рабочие будут сидеть, он не говорит, что без зарплаты, но бывает, что без зарплаты сидит, правильно? Во время кризиса. У нас же такое произошло в стране нашей. Это в Европе почему-то больше боятся Бога, там заплатили зарплаты. У меня, например, на производстве заплатили, что кинули, я не знаю, может, у нас уже там в тюрьме сидит руководитель, но получается, что кинули, а потом же забрали, мне пришло на следующий, во время карантина мне дали какие-то там 3 или меньше, то есть 2,5 тысячи, а потом я получила 47 гривен, потому что мне высчитали на следующий месяц, я сидела месяц без зарплаты, понимаете, то есть безобразие творится, в нашей стране особенно, я так понимаю, понимаете? Вот, и получается, что не факт. Я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих. В действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране. Итак, повторяю, рабочие могут приобрести и потребить товаров на 2 миллиарда. А это значит, что остается еще излишек товара стоимостью в 2 миллиарда, которых рабочие не в состоянии купить и употребить. Рабочие же не проживает даже из своих 2 миллиардов, отозвался мистер Коулд. Иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы. Сразу противоречие, да? У рабочих якобы есть в сберегательных кассах какие-то вложения. Они не бедные. Что ты говоришь, что не бедные? Они не бедные. Как он отвечает, это Эрнест? Вклады рабочих в сберегательные кассы – это не более как подвижной резервный фонд, который тут же расходуется по мере накопления. Это деньги про черный день на случай болезни или инвалидности. Это сбережение на старость и похороны. Вклады в сберегательную кассу все равно, что краюха хлеба, отложенная на полку, чтобы было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на своих заработке. На долю капитала тоже приходится 2 миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну а там израсходует ли он остальную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживет ли он целиком свои 2 миллиарда? Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой, и только один откровенно признался: «Не знаю». «Ну как не знаете?» – возразил Эрнест. «Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибыли, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли. Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? Постепенно Америка выкупила эти облигации. Что это значит? Да то, что часть свободы капитала пошла на выкуп облигаций.
А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских, греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор, как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибыли. Но тут-то мы и подходим вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на 4 миллиарда, рабочий потребляет товар на 2 миллиарда, капитал не покупает товаров на всю причитавшуюся ему долю прибыли. Остается свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? Куда его девать? Рабочие не могут его раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил все, что способен потребить. И все же остается излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают? Вывозят за границу, догадался мистер Колт. Вот именно, подтвердил Эрнест, наличие товарных излишков приводит к поискам иностранных рынков. Их вывозят за границу. Другого применения им нет. И эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений. Не стоило тратить время на подавание нам этих азов коммерции, сказал мистер Колт. Они каждому из нас известны. А между тем, этими азами и я собираюсь вас доконать, отпарировал Эрнест. Чем проще доказательства, тем они убедительнее. И доконать я вас собираюсь немало немедля. Итак, внимание! Соединенные Штаты – капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При ее капиталистическом методе производства у нее постоянно остается избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо избавиться путем вывоза за границу. Но то, что верно относительно Соединенных Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить. Капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем у этих стран имеются товарные излишки. Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров? Продать их странам с неразвитой промышленностью, подсказал мистер Колт. Правильно. Видите, мои рассуждения так ясны и элементарны, что даже каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью, например, Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишков производства. Итак, что же получают Соединенные Штаты от Бразилии за эти товарные излишки? Золото, ответил мистер Колт. Ну, на золото не шибко расторгуешься. Не так уж и его много, возразил Эрнест. Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг, поправился мистер Колт. Совершенно верно, сказал Эрнест. Соединенные Штаты получат от Бразилии облигации, другие ценные бумаги. А что это означает? Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединенных Штатов. А что это означает в свою очередь? Мистер Колт подумал и покачал головой. Я скажу, продолжил Эрнест, это означает, что и Бразилия начнет разрабатывать свои ресурсы. А стало быть, и у нее появится свободный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его в Соединенным Штатам? Нет. Соединенные Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединенные Штаты, как раньше, сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение. Что же тогда произойдет? И Соединенные Штаты, и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются все теми же,
то вскоре эти страны начнут развивать свои ресурсы, и у них также появится неизбыточный продукт, и они также начнут искать рынков, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Наша планета не безгранична, существует лишь определенное число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт? Эрнест остановился и обвел взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать перед ними яркое видение кризиса. И все они сидели, как завороженные, со страхом, заглядывая в будущее. «Я начал с азов, мистер Келвин», — лукаво продолжал Эрнест, «но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита до самой последней. Как видите, все это очень просто. Но чем проще, тем убедительнее, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так же, как же, если каждая страна в мире будет иметь свой неизбыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой? Но мистер Келвин только озабоченно покачал головой. Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, ища в них скрытую ошибку. «Давайте проверим еще раз ход моих мыслей», — сказал Эрнест. «Мы начали с конкретного частного случая, с обувной фабрики. Мы установили, что дележ вновь произведенной стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа ее во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему доли. Мы обнаружили, к тому же, что когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки – это вывести их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов, и что в скором времени у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается, что нам делать с этими излишками? Снова никакого ответа. Мистер Келвин развел руками. «Признаюсь, я смущен». «Вот уж не думала», — сказал мистер Асмундсен, «и ведь все как будто верно, ничего не скажешь. Мне еще не приходилось слышать о Марксовой теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил ее так просто, что я была поражена не менее других». Вот, вы понимаете, что происходит? Вот, в 2012 году уже Бог Лондона, бедных, да, богатых. Почему банкротятся их дела? Перепроизводство. Вот. Где нас этому учат? Нас только все подряд. О, Ленин, сволочь, он убивал. Ленина самого ранили, да. Я не буду сейчас о личностях говорить. Понимаете? Но пророки у адвентистов говорили о приходе Иисуса Христа. Значит, Бог показывает, что вот эта истина через Маркса о справедливости, о защите рабочего класса, о том, чтобы платили нормальную зарплату капиталисты. Алло, ну что, а сейчас олигархи, которые вообще у нас в стране вообще обнаглели до предела. Да, уже у Ахметова 10 миллиардов. Он за года. Вы понимаете, что творится? Вот какое беззаконие. Выход. Платить нормальную зарплату людям. И мы будем больше покупать. И не буде злиднів. Будьте благословенны.